Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Мы же творим что-то чудовищное. Говорим с людьми из империи зла. С американской стороны как вломили. А что такое город Горький? Почему советский режим отправляет собственных граждан под домашний арест? Мы понимали, что эта программа идет к полному, абсолютному провалу. У вас тьма безработных, у вас тьма бездомных. Я не хотел, чтобы в наши дела лезли аппаратчики. А где у нас в стране не КГБ? Была одна девочка, и она довольно резко критиковала Советский Союз. В нашей семье есть знакомые люди, которые являются по национальности евреями. Она была героиней всей программы. И я за нее испугался. Как вы думаете, что с ней потом стало? Разница между нами в том, что мы дебатируем наши внешнеполитические решения, а вы нет. Сейчас отношения США и России сравнимы с тем, что было в 1985-м между США и СССР? А сегодня это уже не идеология. Сегодня это гораздо глубже. Привет, друзья! Мы в Петербурге. Во время прошедших майских праздников здесь была одна из столиц внутреннего туризма, в том числе еще и потому, что границы закрыты, никто никуда выехать не может. Кроме ковида, это еще и железный занавес, пока еще в кавычках, но мы слышим, что нас не очень хотят видеть уже во многих местах на Западе. Наше правительство составляет список недружественных стран, который, конечно, возглавит Америка, отношения с которой, по недавнему определению Дмитрия Медведева, скатились на уровень холодной войны. И действительно, если посмотреть сегодняшние опросы, большинство россиян воспринимает Америку как недружественную или прямо враждебную страну. С американской стороны тоже на нас известно, как смотрят. Мы решили, поскольку все только ухудшается и ухудшается между Россией и Америкой, вспомнить, чем закончилось предыдущее сильное похолодание в наших отношениях, которое на самом деле было очень серьезным. Помните, Рейган, если не помните, то узнаете сейчас, Рейган говорил, что СССР — это империя зла. They are the focus of evil in the modern world. И здесь, в России, тоже смотрели на американцев как на страну, которая завтра может ударить по нам ядерными бомбами. А закончилось все совершенно неожиданно. Только-только пришел Горбачев, перестройка еще была не на слуху, свежие ветры еще особо не задули, а уже произошла, если не революция, то неожиданный прорыв в отношениях между Россией и Америкой, причем не на уровне генсеков и президентов, не на уровне Кремля и Белого дома в Вашингтоне, а на уровне простых людей. И это произошло в телеэфире. Здесь, в Ленинграде, в России и Америке. 35 лет назад в эфир вышел, возможно, самый скандальный телеформат в истории позднесоветского телевизора. Он назывался «Встреча в верхах рядовых граждан». Это был телемост между Ленинградом и Сиэтлом. Его вели Владимир Познер и Фил Донахью. Почему он так запомнился? Потому что впервые обычные люди обсуждали не заранее подготовленные темы, культуру, дружбу, а самые актуальные вопросы. Войну в Афганистане, иммиграцию, свободу слова. И вы сейчас увидите и убедитесь, что те аргументы, которые приводила, в частности, ленинградская студия, поразительно местами напоминают то, что мы слышим сегодня. Добрый вечер, Фил. Мы очень рады принимать вас в Ленинграде. Вообще, встречи большого количества американцев и советских граждан происходят очень редко. Давайте, чтобы вспомнить контекст, поместим это в таймлайн. Что происходит в отношениях СССР и США в 1985 году? Отношения настолько плохие, что нет никаких обменов. Ни спортивных, ни учебных, ни политических, тем более. Вообще никаких. Это время, когда Рейган говорит об империи зла и все такое прочее. И, в общем, попахивает даже возможным конфликтом. Добрый вечер, Владимир Познер. Мы приветствуем вас из Сиэтла, штат Вашингтон. Я с большим удовольствием говорю вам добрый вечер из Соединенных Штатов. Я вырос на идее о русском медведе. Русский медведь нависал над нами. Весьма зловещий и пугающий образ.
Когда я впервые приехал в Советский Союз, я был удивлен, потому что я встретил там много хороших людей, а медведя нигде не нашел. Так что, думаю, я вернулся домой с чувством, что США и Россия могут жить в мире и согласии, если их лидеры не будут мешать народу. Предлагаю немного отвлечься и проверить, насколько внимательно вы смотрите наши интеграции. Я уже неоднократно рассказывал вам про сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Далее вы увидите фрагменты из наших прошлых интеграций. На самом интересном месте мы будем их останавливать, а ваша задача — вспомнить, что было дальше. Давайте попробуем. И вообще я всегда за то, чтобы учиться на собственных ошибках и набивать шишки. Но если этого можно избежать и вовремя послушать советы от более опытных коллег, то почему бы и нет? Сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум запустил новый бесплатный курс для тех, кто... Итак, для кого Яндекс.Практикум запустил бесплатный курс? Первое. Для тех, кто хочет все и сразу. Второе. Для тех, кто хочет продолжить набивать шишки. И третье. Для тех, кто хочет освоить новую профессию, но не знает, с чего начать. Правильный ответ под номером 3. Мне кажется, это было легко. Теперь посложнее. Научиться принимать сложные решения вам поможет сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум. Сейчас там появился новый курс критического и креативного мышления, на котором вы научитесь определять корень проблемы, создавать и отбирать решения, а также аргументировать свою позицию. О каком курсе идет речь? Первый вариант – о курсе аналитики данных. Второй – о курсе критического и креативного мышления. И третий – о курсе управления командой. Ну, конечно, о курсе критического и креативного мышления. Идем дальше. Как мы только что убедились, ошибаться – это нормально. В ошибках и заключается процесс обучения. И особенно важно, чтобы в этот момент рядом с вами был наставник, который поддержит и все объяснит. Яндекс.Практикум – сервис онлайн-образования, в котором верят… Во что верят в Яндекс.Практикуме? Первое. В то, что ошибаются только неудачники. Второе. В то, что практика – это хорошо, но без теории никуда. И третье. В то, что освоить навыки можно только на практике, преодолевая собственные ошибки. Я, кстати, тоже считаю, что научиться чему-то можно только на практике. Ну что, вы все молодцы. Но на самом деле это была разминка перед настоящим тестом, по результатам которого вы получите специальный приз от меня и Яндекс.Практикума. Переходите по ссылке в описании и проверяйте себя. А еще выбирайте любой понравившийся вам курс и осваивайте новую востребованную профессию вместе с Яндекс.Практикумом. И, может быть, стоило бы начать с того, попытаться понять, как мы друг друга видим. Я бы хотел предложить вам, Фил, спросить у своей аудитории, у некоторых, какими они представляют нас. Как вообще возникает идея телемоста? Еще в 1982 году в Сан-Бернардино, в Калифорнии, проводит рок-фестиваль «Мы». Среди его организаторов, кстати, один из соучредителей Apple Стив Возник. И там идея такая: соединим культуру и технологии. И технологии представляет огромный, по тем временам совершенно невероятных размеров, экран. Когда его привозят и подключают, возникает следующая безумная идея. Что, если мы на этот экран будем транслировать не картинку происходящего здесь, в Сан-Бернардино, а заведем какую-нибудь спутниковую картинку и покажем, что происходит в Москве, говорит кто-то. Ну и так эта идея начинает раскручиваться, начинаются переговоры, обсуждения. И быстро выясняется, что, несмотря на сложные отношения между СССР и США в тот момент, советское руководство в целом не против, потому что в Советском Союзе всегда была такая идея народной дипломатии, ну то есть типа люди встречаются, простые, говорят друг с другом, устанавливают мосты, и что вот они вне политики, главное, чтобы люди были под контролем и говорили то, что нужно. В общем, советское руководство идею поддерживает, и у них есть технические возможности, потому что за 2 года до этого была в Москве Олимпиада, и туда навезли массу всякого западного оборудования, построили целый телецентр, который сейчас стоит на улице Академика Королева. В общем, идея поддержана на всех уровнях, а на уровне неформальной дипломатии, которая в таких делах самое, наверное, важное, переговоры с советской стороны ведет такой легендарный человек, сценарист, широко известный в узких кругах, литератор, телевизионщик Иосиф Гольдин. Главная сверхзадача, которая сделала нас авторами первых мостов, это решение глобальных конфликтов.
непереносимо видеть возможности, открытые современными революциями в области технологий и политики, превратившиеся в этнические кровавые побоища. Это невозможно видеть. Это надо прекращать. Центры общения должны быть созданы немедленно во всех местах конфликтов. То есть означает ли это, что люди смогут говорить друг с другом даже через окопы? То есть именно это и надо делать. Нужны люди, как вы, которые захотят это делать. Он выпадает из всего советского, что может быть. Он визионер, в самом настоящем смысле этого слова. Заводящий, заводной очень, и со своими представлениями о том, что надо сделать, и главное, с убеждением, что все можно сделать. Вот, что опять-таки не характерно. И вот и рождается эта его идея, и она подхватывается группой, вот такой смешанной советско-американской группой в Москве. А кто со стороны советского телевидения, со стороны Гостелерадио непосредственным руководителем проекта был? Можно сказать, что человек, который возглавлял Главное управление внешних отношений, такой Валентин Валентинович Лазуткин. Знаю такого. Вот, он, скорее всего, это была его сфера, потому что это с иностранцами, общение с иностранцами. И его люди так или иначе принимали в этом участие. Самым активным образом, кстати говоря, такой Павел Корчагин и Сергей Скворцов, которые поныне являются довольно видными деятелями нашего телевидения. Мы занимались тем, что оказывали содействие различным съемочным группам, которые приезжали в данном случае, из англоговорящих стран. Это Англия, Канада, там Австралия. Австралия была один раз, правда, в основном США. В съемках на территории Советского Союза. Холодильники, радиоприемники, телевизоры, складские велосипеды. Люди приезжали в основном в первый раз в абсолютно неизведанную страну. Они ничего не понимали ни в обычаях, ни в порядке, ни в порядках, ни в культуре, ни вообще ни о чем. Ну и, разумеется, по-русски не говорили. Поэтому мы выступали в качестве переводчиков. То, что можно назвать сейчас, наверное, линейными продюсерами. Ну и присматривали за ними. Ну и присматривали, разумеется, потому что наши иностранные коллеги считали, что мы все работаем в КГБ. А вы не работали в КГБ? Нет, не работал в КГБ. И у нас, но я могу отдельно об этом сказать. А для тех людей, кто жил в свое время в Советском Союзе, в то время, они должны отдавать себе отчет, что все организации, которые имели отношения с иностранцами, они так или иначе были связаны с КГБ. Но мы писали отчеты как? Прибыли на место такое-то, проводили съемки там-то, никаких замечаний не было, нарушений не было, все было хорошо. Потом, куда шли эти отчеты? Ну, наверное, туда же, подшивались где-то. Вы же были бойцы идеологического фронта. Вы наверняка видели перед собой какие-то идеологические задачи также. Нет, Алексей, честно, нам никто эти задачи не ставил. Да? Но мы с октябрят комсомольцев, пионеров и членов партии, да, свято и искренне верили. Тогда да. А вам, может, сейчас это не понять, потому что ребят молодые, но тогда это было, в общем, так. Без оговорок. В отличие от всех предыдущих передач такого типа, этот телемост не имел заранее заданной темы. Дискуссия была проведена в форме открытой трибуны с обсуждением широкого круга вопросов. Интересно, что до вашего телемоста, который стал таким знаменитым, было уже по меньшей мере 5 подобных встреч. Мы тогда действовали совместно и как народы, и как отдельные личности. Но все предыдущие телемосты были забыты. Почему, на ваш взгляд, так вышло? Предыдущие телемосты были чересчур структурированы и жестко контролировались. Они были не настоящими. В том смысле, что мы заранее договорились не ругаться. Значит, мы будем думать о том, как работать в космосе, вспоминать войну, как мы вместе были союзниками, как дети общаются между собой. Но мы договорились, никаких политических дебатов, никаких дискуссий. А ведь на самом деле отношения были отвратительные. Мы были первыми, кто решил позвать обычных людей.
Идею телемоста, который потом станет телемостом Ленинград-Сиэтл, первоначально выдвигает американский продюсер Эд Верзбовский. Он входит в гильдию документалистов, и в Москве считают, судя по названию, что это какая-то очень серьезная организация, там сотни членов. На самом деле, на тот момент, кроме самого Эда, в ней всего 2 человека. И он уже работал с Гостелерадио, приезжал в Советский Союз, у них был совместный проект, такой документальный фильм «Диалог». Группа американцев там ездила по России, пила водку, разговаривала. Вот. И он как раз начинает предлагать своим советским коллегам, Павлу Корчагину, с которым вот он тогда познакомился на этой документалке, сделать вот такой телемост, где не будет жестких тем, а где люди будут говорить открыто о своих проблемах. Сейчас Верзбовский живет вот здесь, в штате Массачусетс, с таким вот великолепным видом. Вот в этом доме, между прочим, 18 века постройки. Мы сделали программу, в которой сняли 40 американцев и 40 советских граждан. Тогда у нас впервые было совместное производство с советским телевидением. Мы работали вместе, русская съемочная группа, бок о бок с нашей, американской. После этого я поговорил с Павлом Корчагиным, и мы решили не ограничиваться этими съемками и провести телемост. Это вы? Да. А это Павел Корчагин? Все верно. Это 1982 год. Мы только вышли из самолета, приехали на встречу с Павлом и Сергеем. То есть это была ваша самая первая поездка в Россию? Да. Какие в целом у вас были впечатления от Советского Союза? Если честно, я как-то побаивалась ехать в СССР и представить себе не могла, что там будет. Конечно, с нами был Павел, он был очень радушен и добр. Мы взяли такси из аэропорта, и в машине играла песня The Beatles. Именно эта песня. Мы подумали, что это здорово. Мы тогда только узнали о телемостах. И помню, как мы с Эдом обсуждали, кого можно позвать вести такую программу. Донахью был нашим первым вариантом. Моя на тот момент спутница и коллега Пэм Робертс написала письмо Филу Донахью с предложением выступить ведущим. Как оказалось, его секретарь хотела поехать в Союз и положила наш запрос в самое начало внушительной стопки писем, которые он от всех получал. В 1984-м Фил Донахью Шоу, уже одно из самых популярных в Америке на тот момент, переезжает из Чикаго в Нью-Йорк, начинает выходить вот здесь, на NBC, на Рокфеллер-Плаза. И именно здесь Фил получает письмо Эда Верзбовски с предложением стать ведущим телемоста. И он нам перезвонил. Мы пошли с ним на ужин, там и спросили, не хотел бы он вести наш телемост. Я на тот момент этого парня в глаза не видел, а он связался со мной, предложил вот такой проект. И он сказал, отлично, давайте. Не уверен, что именно сподвигло его выбрать меня. Но я со своей стороны буду всегда за это благодарен, потому что это открыло новую главу в моей жизни, в которой появился не только Владимир, но и много других советских людей. Почему 250 тысяч евреев хотят эмигрировать из Советского Союза? Откуда у вас эта цифра? Вы что, у нас проводили референдум? Позвольте нам лучше знать, сколько у нас хотят уехать. Тут еще важно вспомнить ваш статус на тот момент. Вы главный... Я никто. Я работал в главной редакции радиовещания на США и Англию. Занимался пропагандой. И в этом качестве, собственно, вас и... ну, то есть для Америки вы были пропагандистом, а для здесь вы были как бы... Для здесь я был никто, меня никто не знал. Все-таки на вещании мы называли могилы неизвестного солдата. А в Америке меня знали не из-за того, что я делал в главной редакции, а от того, что, начиная с 1979 года, я начал регулярно появляться на американском телевидении. И я произвел некоторую сенсацию, потому что я был совершенно не похож на русских, так сказать. У меня не было акцента, я одет был по-другому, я отвечал на вопросы по-другому. Soviet accent, because this is very important. Very important. И совсем другая, так сказать, другой менталитет. И поэтому выбор пал на меня. Мы находимся в Пресненском районе Москвы, совсем недалеко от Москвы-Сити. Это место считается очень престижным, и именно здесь строится первый в России квартал жилых небоскребов. Хедлайнер от группы компаний
Корт-Росс. Ребята сказали, что у них одни из лучших в городе панорамных видов. Я, как коренной москвич, не мог не заинтересоваться. Добрый день. Добрый день. Я Алексей. Меня зовут Денис. Рад вас в нашем офисе. Готов познакомить вас с хедлайнером. Показывайте. Ага, это, я так понимаю, ваши планы на будущее? Не совсем, это скорее наше настоящее и ближайшее будущее. Здесь вот этот золотой треугольник – это то, что уже готово, построено, заселено практически. А вот эта часть небоскребов на заднем плане – это вторая очередь. Они сейчас в активной стройке. В 2023 году мы готовы будем передать ключи. А мы сейчас вот здесь, да? Все верно, да. Мы сейчас рядом с секцией 1.5, 2.1. А вот это что? Это наш внутренний двор. Здесь территория закрытая, огороженная, абсолютно безопасная. Это только для гостей, жителей комплекса. Он уже построен? Да, все верно. Можно посмотреть? Можем сейчас посмотреть. Пойдемте. Мне нравится такое решение внутреннего пространства, то есть, вы поняли, да, машины под землей, за счет этого появляется такой внутренний двор, внутренняя территория. Вроде в городе находишься, вроде рядом с домом, но при этом не на дороге, не рядом с машинами. Можно спокойно погулять, отдохнуть в стороне от дороги и в стороне от городской суеты. Да, все верно. Давайте тогда зайдем в какой-нибудь дом. Пойдемте. Отлично. Ага, то есть это подъезд. Все верно, подъезд. Обратите внимание, прикольный подъезд. Это камин, это кресла в подъезде стоят. Мне нравится такой подъезд. Это дом бизнес-класса, хочет, чтобы жителям было тепло, уютно уже при входе в подъезды. И отсюда, соответственно, лифты в квартиры. Квартиры. Можно посмотреть? Можно подняться. Пойдем. Мы сейчас с вами в однокомнатной квартире, один из типов планировки, спальня и большая кухня-гостиная. Студия. Студия, да, можно сказать, студия очень большая, комфортная, удобная. Вообще планировок много, они разные. От студий 30-метровых до 4-комнатных квартир 120-140 метров. Самое важное, что все квартиры у нас с сумасшедшими видами. Москва-Сити, река, Поклонная гора. Потрясающие виды. Мне кажется, отсюда будет самый крутой вид на городские салюты. Точно. Чтобы узнать подробности про жилой комплекс Headliner, переходите по ссылке в описании. А по промокоду «Редакция» вы получите приятную скидку на покупку недвижимости в строящихся башнях. В этих уже почти не осталось места. Владимир, следует заметить, что американцы в этой аудитории неоднократно в ходе нашего обмена мнениями выступали и говорили нелицеприятные вещи в адрес собственной страны. Я слышал, сначала вы сомневались, стоит ли участвовать в таком проекте. Почему вы сомневались? Мы настолько привыкли определенным образом относиться к советской власти, что я опасался. Думал, что они непременно попытаются что-то подстроить на этой передаче. Как-нибудь все из-под тишка организуют на свой лад. Я поговорил с американским послом в России, в Москве. И он потребовал никаких манипуляций с участниками, поэтому мы сами выбирали зрителей. Мы сами занимались отбором, чтобы убедиться, что все будет честно. И он меня спросил, можем ли мы прислать группу, чтобы выбирать членов, то есть участников с вашей стороны. И я удивился, я говорю, ну как это вообще, почему вы должны выбирать наших людей? Он говорит, если я этого не смогу сделать, то мне скажут, что вся аудитория – это КГБ, и поэтому никакого доверия к ним не будет. И, как ни странно, наши на это пошли, сказать, пожалуйста. И приехало 3 человека, 1 переводчица и 2 женщины. Мы поехали с ними в Питер. И когда они приехали и сказали, мы едем в поезде в Питер, а наше питерское отделение управления внешних отношений, там достаточно тоже много было приезжающих съемочных групп, поэтому там человек 10 работал. Они говорят, мы все списки согласовали уже. Все утвердили, все. В парткомах, в обкоме. То есть лучшие люди города. Лучше, да, все, уже все согласованы.
Ну вот, и мы так говорим, я думаю, Верозвовскому о том, что, вы знаете, на самом деле там уже народ подобрали. Он говорит, не, это абсолютно невозможно. Мы будем выбирать, 100% мы будем выбирать людей на улицах. Мы говорим, нам не разрешат. Реально не разрешат. У нас немножко другая система, не разрешат. Он говорит, вы знаете, посол Добрынин эту тему обсуждал с Филом Донахью и согласовал этот вопрос по поводу свободного обсуждения с Горбачевым. Как мы можем проверить такую информацию? Приехали в Смольный, в обком партии, вместе с нашими коллегами из питерского телевидения, нам показывают все эти списки. Мы говорим, нет, там есть на самом верху вроде как такая договоренность. Давайте, вы будете, конечно, контролировать все и так далее, но мы вместе с американцами будем ходить по улицам. Без нас они не могли попасть, скажем, в поликлиники, на заводы, в школы. Но, тем не менее, они там, будучи, они опять-таки выбирали людей. То есть мы не выбрали никого. И они натурально подходили на улице в Ленинграде к людям, говорили, вот мы такие-то. Через переводчика. Мы подтверждали, что да, вот мы работаем с ними. И дальше они разговаривали. Вас удивляло, как люди реагировали на ваше предложение? Практически все сразу соглашались. Но время все-таки было необычное. Это же все еще была коммунистическая страна, и русские как-то не особо сталкивались с тем, чтобы государство приглашало их участвовать в телепрограмме. Они получили шанс попасть на телевидение. Так что, мне кажется, они думали, что мы как-то связаны с государством. Не думаю, что кто-то из них говорил себе, вот моя возможность сказать правду, рассказать, как ужасна коммунистическая система. Нет, мы сразу объясняли, и мне кажется, очень правильно делали, что им представляется возможность поговорить с американцами. А пообщаться с американцами всем было интересно. У вас описан забавный эпизод, когда девушки отказывались с вами разговаривать, считая, что их клеют просто. Конечно. И не верили, что это телевидение, тем более, что это американцы. Конечно. Но у нас были удостоверения Гостелерадио, что помогало, конечно. Вот. Но не верили, конечно. На пляже Петропавловской крепости. Девушки в купальниках. А мы каждый вечер собирались и смотрели, кто у нас согласился. По возрасту, по полу, надо было сбалансированную аудиторию сделать. Вот. И говорили, нам надо добрать молодежи завтра. Шли на пляж Петропавловской крепости, девушки в купальниках, подходят к девушкам, девушки, здрасте, мы из Гостелерадио, вот мы тут с американцами собираемся пригласить вас в студию. Ребята, идите вообще, да? Нам подходит целый день здесь. Придумайте что-нибудь поинтереснее. Но кто-то соглашался. Собрались рабочие, ученые, артисты, ветераны Великой Отечественной войны, студенты, писатели, работники Ленинградского морского пароходства. Вы участвовали в отборе американских? Перед этим не участвовали. Нам сказали, что в Сиэтле будет проводиться, уже прошел свободный отбор участников, и поэтому нам даже сказали, какие категории, кто там примерно по профессиям, кто рыбак, кто учитель, кто врач, кто там домашняя хозяйка и так далее, чтобы мы себе представляли, из кого состоит американская аудитория. Нас заверили, что там нет подсадных уток, там нет профессиональных журналистов, там нет профессионалов, которые могут участвовать в каких-то горячих дискуссиях. Мы приняли это... На веру. Да, на веру, потому что у нас не было... Почему? Потому что невозможно было организовать вам поездку в Сиэтл, и это было слишком сложно в советские времена? Или почему? Да, это было очень сложно организовать, нас бы не пустили. В то время... Свои не пустили? Свои бы не пустили, да, выездных виз не дали бы. Мы надеемся, что вы видите нас, около 200 граждан Сиэтла и его пригородов. Мы видим вокруг вас приблизительно 200 граждан, жителей Ленинграда. Почему был выбран именно Ленинград? Чтобы не столицы. Я сказал, давайте не будем там Вашингтон, и давайте не будем Москву, и давайте не будем Нью-Йорк. Хорошо, как хотите. Конечно, если бы сказали, давайте не будем Ленинград, я не знаю, как бы мы вышли из положения, но поскольку Ленинград им подошел, то вот и получилось. В Америке намного больше больших центров, в том числе технических, чем в СССР. Я не хотел, чтобы в наши дела лезли аппаратчики. Ни в той, ни в другой стране.
Будь то другие города, скажем, в Вашингтоне выступали бы свои политические лидеры, и в Москве выступали бы свои. Мы хотели, чтобы разговор вели простые люди, поэтому мы выбрали Сиэтл и Ленинград. И думаю, программа от этого только выиграла. Первый очень серьезный такой вот подножку, которую нам сделал, это был Донахью, а вернее его команда. Не знаю уж, кому это принадлежала идея. Они категорически отказались от Москвы. Я все объяснил, что тут техника, тут студия, тут деньги, тут власть, потому что любая проблема решалась немедленно, так сказать, телефонным звонком. Нет проблемы. Мы понимаем, но Москва не может быть. Почему? Потому что Москва – это КГБ. Твою же дивизию. А где у нас в стране не КГБ? Я приезжал в Ленинград, я был несколько раз. Подбор людей там и так далее. Но самое, пожалуй, если не считать самого телемоста, самая главная поездка была неожиданной. Она была связана с тем, что мне позвонили из Ленинграда и сказали, что обком партии, значит, дал указание собрать всех участников будущего телемоста, чтобы им дать... Да. Я, когда об этом узнал, я пришел в полный, в общем, ужас и полетел в Питер, в Ленинград, в обком партии, и встретился там с дамой, которая возглавляла идеологический отдел, бывшая комсомольская красавица. И она говорит: а почему вы беспокоитесь? В чем дело? Я говорю: вы поймите, если американцы узнают, то это все, это швах. И тогда меня, я не знаю, кто надоумил, я хоть и атеист, но все-таки, может быть, Бог надоумил. Я ей сказал: Галина Андреевна, хорошо, тогда это ваша ответственность. Я вас предупредил. Это, одну минуточку. И мы пошли к секретарю обкома по идеологии. Сказал: значит, отвечать, Владимир Владимирович, будете вы. Никого собирать мы не будем, но отвечать будете вы. Я сказал: хорошо, я согласен. То есть это такая очень понятная ситуация. Она и сейчас, в общем, никуда не делась. Кто крайний? Если что, кто будет отвечать? Да, кто будет отвечать? Отвечать буду я. Как вы считаете, Горбачев лично должен был дать свое добро на это мероприятие? Да я просто знаю, что он дал. Вам нужно было получить согласие на съемки от руководства NBC или, может, каких-нибудь других официальных лиц? Нет, вроде бы нет. Не припоминаю такого. Знаете, в то время в наших головах Россия была такой далекой, такой загадочной, что шанс вот так взять и поговорить с русскими был чем-то очень большим и серьезным. Я был очень взволнован этой возможностью. И люди здесь, мои начальники, были не против. Они думали: ладно, может, мы сможем это хорошо продать. И действительно смогли. Сразу было понятно, что запись. О прямом эфире речи не было. Не могло быть. Мы хотели, но мы обе стороны понимали, а как? 11 часов разницы с Сиэтлом. Как может быть прямая? Сигнал подавался на аппарат, который мы вывозили из Норвегии. Перевозили. Это большой экран. Большой экран, а к нему еще была приблуда такая, наверное, с 3 стола, которая, собственно, получала сигнал и выдавала его на этот самый экран. И приехала эта штука в 2 громадных кофрах в Питер. Мы ее достаем, а оттуда обломки сыпятся. Разбили по дороге? Угу. Кантовали. И ничего не работает. Так. И до эфира, собственно, там сутки. Да, то есть а их было 2 в Европе всего. А, собственно, он был нужен, чтобы ленинградская студия видела Сиэтл? Конечно. И Гречишников диагностировал раз, и какая-то из говна и палок, починил эту штуку. И все работало. Я представляю себе, что вы, в общем, похожи на нас. Что вами управляет правительство, как и нами. Расскажите, как шла работа над сценарием? Заранее обсуждались темы? Не было сценария. Вообще не было сценария? Никакого. Как даже плана разговора не было? Никакого.
У вас был заранее подготовлен сценарий или вопросы? Нет, я, конечно, сам подготовился. И у меня было представление, в каком направлении мы хотим двигаться. Или я хочу двигаться. Заготовок не было, потому что мы абсолютно не знали, как будет вести себя Донахью и о чем он будет говорить. То есть мы с Познером разговаривали на эту тему. Он сказал, что, скорее всего, американцы будут поднимать все самые сложные для нас и трудные вопросы, самые острые. Это, разумеется, еврейская миграция, это диссиденты, это Сахаров, это корейский Боинг, который сбили относительно недавно, незадолго до этого. Вот стали приходить в студию в Питере, значит, в том числе дамы с цветами, с коробками конфет. Зачем с коробками? Я говорю, а зачем это? Мы хотим подарить нашим американским друзьям игральную ночку. Как это у вас? Как? Нет, мы хотим показать, что дружить там все очень наивно и очень искренне. А началось с того, что с американской стороны как вломили. А что такое город Горький? А что такое город Горький? И зачем этот город вообще используется в настоящее время? Этот человек хочет сказать, что Горький – это город, в который высылаются критики советской системы, включая Андрея Сахарова. Почему советский режим отправляет собственных граждан под домашний арест в собственном государстве только потому, что он говорит то, с чем не согласно правительство? Когда начинается разговор про Горький, вы внутренне, у вас что-то сжалось внутри? Да, конечно. Вы были готовы к какой-то аргументации? Я же очень много выступал по американскому телевидению. А мне задавали там какие хотите вопросы. Поэтому я-то уже был очень подготовлен. Сахаров призывал даже вас, Соединенные Штаты, развернуть войну против нас. Он выступает против народа. Можете ли вы уехать из своей страны, если захотите переехать в другую страну? Я, как человек, который ездил и туда, и сюда, и, кстати, жил в Америке, хотел бы ответить на этот вопрос. Да, можно уехать. Существуют определенные статьи и в советских законах, и в Конституции. Человек может уехать из Советского Союза, для чего существует определенная процедура. Подать документы на отъезд из Советского Союза. Я объясняю, я не говорю то, что я думаю. Меня приглашали именно как человек, который может растолковать. А что, собственно говоря? Мое мнение мало кого интересовало. Сегодня гораздо больше интересуется. Если вы хотите приехать к нам жить, то вам придется подать нам специальную просьбу об этом. И мы эту просьбу рассмотрим. Потому что тогда мы должны будем вам дать и квартиру, и работу, и обеспечить вас, а может, мы и не захотим. Атмосфера стала угнетающая, должен сказать. Она была угнетающей и в самой студии, где сидела аудитория, потому что народ не был к этому готов совсем. Мы их не предупреждали, что будут острые вопросы. Они пришли дружить. Они пришли дружить, брататься, то есть встреча на Эльбе с американцами. А когда им стали тыкать о том, что вы, они стали зажиматься, разумеется. Я работаю водителем трамвая. Имею права наравне со всеми членами нашего общества, равноправные. И в голосовании, и в общественной жизни, и во встрече с вами. По каким именно вопросам вы голосуете? Помню, как в какой-то момент я сидел в советской студии в Ленинграде, а Пэм была в студии в США. И мы созвонились по отдельной телефонной линии. Я чувствовал, что вопросы становятся слишком серьезными и слишком сложными для советской аудитории. В студии воцарилось молчание, а у Познера заканчивались люди, которых он мог бы вовлечь в обсуждение. Люди замыкались в себе. У нас с Пэм была система. Она передавала записи Филу, и в одной из них я попросил его: «Пожалуйста, давайте полегче». Он все понял, сбавил немного напор и снова вовлек русских в беседу. Мы ведь чувствовали на себе большое давление. Мы снискали, что называется, дурную славу. Ведь мы же творим что-то чудовищное. Говорим с людьми из империи зла. А это плохие люди, с ними нельзя разговаривать. Так что Фил был вынужден как следует обдумывать вопросы. Хотя сам он их и не задавал, но он был вынужден думать, как поставить Советы, то есть русских, в трудное положение с помощью некоторых тем. Я не знаю, полностью ли вы
Понимаете ту страстность, с которой миллионы американцев рассматривают ограниченный характер жизни советского народа? Здесь, конечно же, нам очень помог опыт Познера, потому что он блестящий, эрудированный человек и отлично мог отвечать на самые острые вопросы. Наши поначалу, значит, по морде раз получили, два получили. И так растерялись, а потом, ах, вот как, а что у вас там, Вьетнам, расизм, и пошло, и пошло. В нашем правительстве более половины рабочих. У меня вопрос к вам. Какой процент рабочих и фермеров в вашем правительстве? Рабочих и фермеров в нашем правительстве. И Фил, чтобы не выглядеть слишком левым, принимает в этом активное участие. То есть он нас тоже несет. У него же были проблемы, что вы считали леваком там, и он, должен был жестче. Да. И в какой-то момент встает рыбак в Сиэтле, такой красивый парень, лет, наверное, 35, в кожаной тужурке, и говорит: мне хотелось бы, чтобы здесь было поменьше политики в нашем разговоре, чтобы мы просто познакомились друг с другом. По-моему, мы не так начали, плохо начали. Я бы не пришел сюда, если бы знал, что здесь только будет политики. Я думал, что узнаю больше о вас, русских людях. И сразу все, отлегнуло. И у нас, конечно, потому что мы понимали, что эта программа идет к полному, абсолютному провалу. Но то, что наши судьбы были поставлены на кон, это было само собой разумеется, да? Включая Познера в том числе. Мы же понимали прекрасно, что надо собирать тревожный чемоданчик, потому что, так сказать, вот в любой момент нас могли взять, в любой момент нас могли уволить, в любой момент нас могли, так сказать, заключить в тюрьму. В любой! Потому что существовала статья в Уголовном кодексе за антисоветскую агитацию. Все, что мы собирались сделать, подходило под эту статью. Наши ребята, которые делали этот телемост, они же перепугались того, что говорят американцы. Они все-таки этого не ожидали. Я-то понимал, что это будет. Они нет. А потом показывали, как около студии на улице протестуют люди с плакатами, что, мол, не надо было разрешать, они убийцы, они то, они все. И наши дико возмутились, что показали это. А это все от страха. Потому что они не знают, а что будет. Увидят это наши и скажут: вы чего? Вы в чем участвовали? What you see here is America's free speech in action. То, что вы видите, это американская свобода слова в действии. Эти люди здесь собрались, потому что недовольны мной. Они ругают нашу станцию. Они ругают эту программу. Мы не знали, что это случится. Вот как? Да, никто не звонил нам и не докладывал, что они собираются провести там акцию протеста. Это случилось внезапно. И, наверное, мы хотели показать, как в Америке люди могут выражать свою свободу. Это был пример того, как люди в США могут продемонстрировать свое несогласие с каким-то мероприятием, в данном случае с нашим. Мы очень гордимся, что у нас есть такая возможность. Власть народу. В этой фразе и есть наша американская сущность. Власть народу. Вот сейчас очень интересно было посмотреть на демонстрацию, протестующую против нашей дружеской беседы. И там ходят дети. Что они понимают? Не кажется ли вам, что кто-то платит им за эту работу? Это в основном же были бывшие советские граждане, как я понимаю. Ну, скорее всего, да. И, конечно, для нас это было ударом таким под дых, потому что эти моменты мы никак не могли показать, а вырезать их с передачи тоже, так как на них стали реагировать и об этом стали говорить, то пришлось бы вырезать огромный кусок. Они считают, что также должны были получить доступ к этой программе для того, чтобы высказать свое недовольство по поводу нарушений прав человека в вашей стране, в отношении которых, как они утверждают, у них есть доказательства. Фил сделал это достаточно спонтанно. Он еще часто шутит: продюсеров пруд-пруди. А он гений, человек, который хочет сделать хорошее телешоу. Я даже не помню, как он организовал ту камеру на улице, но режиссер в аппаратной был его человеком. Это было одним из его условий. Так что, наверное, это устроил режиссер.
А я тогда об этом даже не задумывался. Мне и в голову не пришло, каковы могут быть последствия того, что мы показали протестующих на улице. У вас пропагандируется война, воспитывается ненависть к нам. И мы это видим по вашим не очень тактичным вопросам. Почему вы допускаете это? Неужели вы верите в то, что вы сами творите? Когда американцы приводят аргументы, что у вас не соблюдаются права человека, и в этом эфире это тоже звучит Сахаров в Горьком, а им в ответ говорят, а у вас зато вот проблемы с расизмом и Вьетнам, конечно. Конечно. При этом не отвечая на вопрос по сути. Конечно. Не отвечая про Горький, не отвечая про Сахарова и про Афганистан. Конечно. Мы вам скажем, начнем говорить, что у вас тьма безработных, у вас тьма бездомных, у вас приговаривают к 2 пожизненным срокам и так далее, и так далее. Это ведь классический whataboutism. Да. И это даже есть в Википедии написано, whataboutism. Это когда... есть такой, да? Да. Это такой риторический прием, когда не хочется отвечать или невозможно впрямую ответить на неудобный вопрос, и как бы спрашиваешь... Переходишь на другую. Задавшего человека. Да. А кто ты такой, чтобы спрашивать? Да, вот именно, да. И мы, как мне кажется, в этом вот эфире очень ярко виден тот самый whataboutism. Причем, ладно вы человек профессиональный, и от вас можно было этого ждать, но я это увидел от простых людей, которые там собрались. Конечно. Они откуда знали, что можно так делать? Ну, вы знаете, мне кажется, что это очень типично вообще для человека. Когда нечем ответить, ты его обвиняешь. В отличие от Америки, у нас в Советском Союзе законом запрещена пропаганда войны и воспитание ненависти к другим народам. Русские на кухне говорят одно. Вот соберемся у вас на кухне, нальем по стопочке водки, и к концу бутылки я смогу заглянуть к вам в душу, и мы будем говорить обо всем, не сдерживаясь. Но на людях... Разумеется, вам в голову вдолбили все правильные ответы и пропагандистские утверждения, поэтому вы все-таки становитесь частью этой машины. И поэтому, в первую очередь, вы будете говорить не так, как у себя на кухне, а с мыслью, что вы на людях, и вас может услышать кто-то из КГБ. Я хотел бы, Фил, все-таки ответить на вопрос, который был задан дополнительно, что касается того, что человек, который подал на отъезд, выгоняется с работы и дальше подвергается всяким неприятностям. Значит, давайте договоримся так. Если американец публично заявит, что он хочет эмигрировать в Советский Союз, вы должны согласиться, как честный человек, что ему будет плохо. Я не могу вас не спросить, а как вы оцениваете легитимность этого приема в дискуссии, в пропаганде, на телемосту? Я считаю, что это неприлично. Я считаю, что если тебе задали этот вопрос, я понимаю, что ты не можешь ответить на него. Куда деваться, когда у тебя нет оправданий? Либо ты должен сказать, да, вы правы. Это так. Но и так далее. Можно это сказать, а можно без «но». Можно сказать, это не оправдывает того-то и того-то. Но да, в этом вы правы, я ничего не могу сказать. И это самый сильный ответ. Всегда. Потому что я уже за все эти годы понял, сильнее правды нет ничего. Когда ты смотришь в глаза, да, это так. Дальше что? Это человек ждет ухода, возражения, а ты говоришь, нет. Да, это вы совершенно точно подметили. У нас эта проблема есть. И молчишь. И молчишь. И это очень сильно работает. Я еще заметил, что, конечно, вообще многие аргументы, которые там звучат, актуальны сейчас, поныне. Никто не хочет из советских людей войны. А наше советское правительство борется за то, чтобы не было никогда войны. За мир во всем мире. Вот сейчас мы тоже часто слышим в той или иной форме этот аргумент. Как вам кажется, он тогда и он сейчас по-разному звучит и воспринимается? Или тогда он все-таки по-другому звучал, в 1985 году? Я думаю, что он звучал иначе. Все-таки, смотрите, 35 лет прошло. Другое поколение. То поколение говорило, как вам сказать, имело другое представление и отношение, другое представление о войне и отношение к войне. 35 лет спустя это другое поколение, которое на самом деле не знает войны. Когда тогда говорили, лишь бы не было войны, это были не пустые слова.
Потому что я сейчас подумал, с войны тогда прошло примерно столько же, сколько сейчас с этого телемоста. Вот именно так. Вот именно. Как вам доказать, что мы правы? Что тут не стоят, так сказать, люди из КГБ, которые нас будут за наши слова там хватать и везти в психбольницу или я не знаю куда? Был ли кто-то из КГБ в аппаратной? Там был заместитель главы Гостелерадио. Я об этом узнал только спустя несколько лет. Так вот, когда я был с этим заместителем главы Гостелерадио Лазуткиным, неподалеку всегда ошивался какой-то тип. Его вроде звали Борис. И никто ни разу так и не сказал мне, на какой позиции находится этот Борис. Чем он занимался, Борис. Но он всегда присутствовал на каждой встрече. И он был в аппаратной, сидел по левую руку от замглавы. И в итоге мои российские коллеги признались мне, что Борис — главный КГБшник на Гостелерадио. Он сидел в аппаратной и был готов в любой момент прекратить запись. То есть действительно была кнопка, которая могла остановить весь процесс? Да, Борис мог все остановить. Это не была отдельная кнопка специально для него, но можно было пойти, переключить на регуляторы, свернуть картинку, выключить звук, и все. Я был абсолютно убежден, что, так сказать, мало того, что все, что я командую своему ассистенту, все, что я говорю и как переговариваюсь там со звуковиками, все, что я кричу в студию, все, что говорит не оттуда Сережа Скворцов, все говорит, что Паша Корчагин, который рядом со мной сидел, все это, безусловно, писалось. И в тот же момент, то есть просто сразу после окончания, расшифровывалось, и все наши переговоры, все это, конечно, в бумажном виде лежало на столе там у председателя КГБ Ленинградского там исполкома, конечно. А могли пострадать, как вам кажется, участники программы, если бы они что-то сказали слишком уж? Ну вот, я думаю, что вот была одна девочка, и она довольно резко критиковала Советский Союз. И я за нее испугался. Потому что она еще была, по-моему, чуть ли не в 10 классе или что-то в этом духе. А она вошла в конечную версию? Да. Я могу сказать, что в нашей семье есть знакомые люди, которые являются по национальности евреями. Вот эти люди, они подали примерно это прошение 6 лет назад, и до сих пор им не могут дать разрешение выезда за границу. Это был момент искренности. Это чудесное чувство, когда ты видишь, как такой юный человек выражает свою позицию, и ты хотя бы отчасти организовывал платформу, которая предоставила ей такую возможность. Она была героиней всей программы. Она была первым человеком из всех наших 2 телемостов, который со стороны русских откровенно заговорил. Она не боялась. Как вы думаете, что с ней потом стало? Я точно знаю, что сразу после съемок того телемоста кто-то из КГБ подошел к Павлу и спросил ее имя и адрес. Он отказался их давать. И я специально уделил внимание тому, чтобы ее никто не трогал. И проследил за этим. Да, проследил за этим. Мы какое-то время следили, реально совершенно. А имя ее не помните? Нет. Может быть, она и уехала, эмигрировала потом, не могу сказать. Да. Мы нашли ее на одном из мостов, небольших питерских мостов, где она стояла, и она была художницей, она делала пейзаж, рисовала. Нина, все герои нашего выпуска про вас вспоминали, все гадали, как сложилась ваша судьба. Многие были уверены, что вы эмигрировали примерно тогда же. Как сложилась ваша жизнь вкратце после этих телемостов? Ничего не изменилось. Она как шла, так и шла, моя жизнь. То есть кто-то говорит, а может быть что-то было. Ничего не было. Единственное, я созвонилась с одной знакомой женщиной, которая знала ту семью, о которой я упоминала, конкретных людей совершенно. Говорит, их выпустили намного раньше. Где-то уже через год выпустили, а до этого они лет 6 сидели в отказе. И они почему-то считают, что это благодаря вот этому выступлению. Первый раз об этом услышала несколько дней назад. А как ваша жизнь сложилась? То есть вы жили в Ленинграде тогда? Да. И вы по-прежнему живете под Петербургом сейчас? У вас художественная школа? Да. Я живу в Царском селе.
5 лет я отработала в художественной школе, а потом вот вступила в союз художников, мне дали вот эту мастерскую. До этого, я в своей квартире делала мастерскую. В общем, я не унывала. А как возникла тема с выездом евреев? Почему вы решили высказаться? Конечно, не просто так. Вот я встала и, бия себя в грудь, стала об этом говорить. Конечно, нет, мне было всего 15 лет. Мне было скучно слушать то, что они говорят. И когда возникла некая тема, которая мне хоть как-то знакома, я могу в этом поучаствовать. Мне было это тоже... Вы решили обострить? Нет, я так не решала. Я об этом не думала совсем. Я понимала, что мне есть что сказать по этому поводу, раз уж задан вопрос. И раз мне есть что сказать, то я обязательно выскажусь. Правда ли, что студия зашикала на вас, когда вы говорили? Честно сказать, я не помню. Нет. Мне кажется, что нет. Возможно, какие-то пшикания были. Во всяком случае, по вот опять американской версии, вот та девушка, которая четко все обосновала и рассказала, почему кого не выпускают, она действительно выступала до меня. И выпускают из Советского Союза только тех лиц, которые допущены каким-то государственным секретом. А в нашей версии уже ее поставили после, и вот эта вот реплика такая пылкая, мною произнесенная. Она как будто вас опровергала. Да, она говорит, да все в порядке, по-другому быть не может, потому что так, так и вот так. А вы тогда понимали, что вы говорите на какую-то запретную тему, по крайней мере, на тему, за которую может прилететь? Когда мы после уже, я читала, что вообще прилетало в советское время, для людей, это было вне моих вообще представлений. Что там может быть? Наверное, что-то может быть. Честно говоря, вы никакой опасности для себя не ощущали? Нет. И, соответственно, потом ничего не было? Да. Познер рассказывает историю, как он специально ходил в обком партии и указывал им, что ничего с этой девочкой не должно произойти. Вы что-то подобное слышали? Нет. Низкий ему поклон. Надо его лично поблагодарить за это. Мы заметили, что женщины были более заинтересованы в том, чтобы найти точки соприкосновения, а не пытаться выпытать, почему вы делаете то-то и то-то. Они не стремились заниматься обличительством. То есть второй телемост прошел более гладко? Просто по-другому. Помню, там был момент, когда участники стали сравнивать содержимое женских сумочек. Чем отличается содержимое ваших кошельков от наших кошельков и женских сумочек? Точно могу сказать, советская женщина достает из сумочки помаду, пудреницу, и то же самое в сумочках у женщин в США. Это было интересно с точки зрения изучения поведения человека. Это не имело ничего общего с воображаемыми границами государств, стран, которые так стараются нас разделить. Ведь оказывается, что между культурами наших обществ так много общего. Меня это зацепило. Помните фрагмент «В Советском Союзе секса нет»? Конечно же! Секса у нас нет, и мы категорически против этого. На следующий день Павел ехал в троллейбусе и услышал, как какие-то молодые ребята в конце салона шутят про то, что в Советском Союзе секса нет. Он очень удивился. Для него было шоком случайно оказаться в троллейбусе, где народ обсуждает передачу, которую он только что отснял. Произошло то, что одна пожилая американская женщина, обратившись к нашим женщинам, сказала, что вот у меня внук, и он смотрит телевизор, и очень много секса, и нет ли у вас этой проблемы? И наша, женщина бросилась на амбразуру и сказала, что у нас секса нет, и мы категорически против этого. Но тут такой хохот раздался, и никто не услышал, как она говорит на телевидении. Это ошибка. Она была права, секса на телевидении у нас не было. Но она вошла в историю, это несчастная женщина вообще. На нее потом под пальцем показывали, потом она эмигрировала в Германию. Это была прекрасная фраза на самом деле, и женщина, которая это произнесла, она настолько искренне это сказала, что, да, тогда это звучало немножко, как бы странно, весело, она как бы что-то исключила сразу. Но через много лет мы как раз с мамой это обсуждали, когда она жила в Германии. Говорит, Нина, как она была права? У нас не секс был, у нас была любовь. У нас были отношения.
То есть это то, что писалось с большой буквы. И мы были так воспитаны, да. Вы еще потом высказались о половом воспитании детей. Этого не было в советской версии, но оно осталось в американской. В моей школе есть проблемы с сексуальным образованием. Нам говорят, что в европейских странах такие темы изучают с ранних классов. Мне кажется, это очень правильно. Почему вы об этом решили высказаться? Когда я прочитала в интернете, что я высказалась об этом, я глубоко задумалась. И когда мои дети стали, особенно старший сын, мать, куда там тебя занесло? Я говорю, слушай, ты все помнишь, что тебе было в 15 лет? Он говорит, в общем, да, стараюсь. Я говорю, представь, что у тебя это было там 15 лет назад, а у меня это, соответственно, 35. В конце поднимается вопрос про мечту. И вот американцы говорят, вот у нас есть американская мечта, все ее знают. А какая у вас мечта? И наша студия говорит, дети, муж и мир. Я хочу сказать о своей мечте. Я хочу, чтобы у меня было много хороших детей, чтобы у меня был хороший муж, чтобы у меня была хорошая работа. Я не хочу никуда уезжать из моего прекрасного города. Да, я сказала, что действительно мои мечты в том, чтобы у меня была хорошая семья, хорошие дети, много хороших детей, хороший муж. Я действительно не хотела никуда уезжать и действительно очень люблю свой город. Я сказала то, что я думала на тот момент, и, в общем, с некими поправками думаю сейчас. У нас мечта, более такая, домашняя, там, чтобы дети, чтобы это, чтобы то, может быть, поехать в Париж, знаете, вот такая. Вот. А там совсем другое. Поэтому даже понималось это по-другому. Американцы понимают the American Dream совершенно определенным образом. И поэтому там было такое настоящее несоответствие. И именно это наша мечта о мире, которая у нас начинается с детства у всех. Я сама не была диссиденткой, я, в общем, видела очень много хорошего в нашей жизни. Протестовать, выходить с плакатами я не видела необходимости в этом. Поэтому, кто-то рвет рубаху на груди, да, кто-то говорит, что мне здесь многое не нравится. Я скорее этого не понимаю. И не понимала тогда. Все-таки при всем при том, что американцы мало интересуются окружающим миром, они все-таки имели и имеют, я не буду говорить о сегодняшнем дне, что другое дело, имели возможность с этим миром как-то знакомиться. Уезжать свободно, по крайней мере. Мы же были отрезаны от всего. Наши люди были продуктом определенного идеологического воспитания. И все должны были думать примерно одинаково. При этом вы в одном из интервью говорили, что Ленинградская студия знала про Америку больше, чем Америка. Потому что мы же всегда интересовались Америкой. Америка невероятно притягала всегда внимание России, даже в XIX веке. Америка почему-то просто притягивала, а Россия их совершенно не притягивала. И вообще американцы не интересуются другими странами, в своей массе, разумеется. Я их называю пуписты, то есть они смотрят себе в пупок. Вот. И это было проявлено в ходе того? Конечно. Позвольте спросить вас, Владимир, какие ваши чувства и мысли? Что вы думаете по поводу того, что сейчас произошло? У меня сложные чувства по поводу того, что произошло. Я очень рад этому. Но то, что произошло, показывает очень точно, как трудно нам разговаривать. Какая атмосфера была в аппаратной и в студии в Ленинграде сразу после окончания съемок? Там снова воцарилась тишина. Тишина. Да, и по поводу Скворцова можно было сказать, что он недоволен. Да и на словах он тоже жаловался. Просто вслух заявил о своем недовольстве. Может, он это сделал, чтобы услышал Борис, тот КГБшник, который, кстати, так и не нажал на кнопку «Стоп». Разница между нами в том, что мы дебатируем наши внешнеполитические решения, а вы нет. Именно это нас волнует. Правда ли, что когда вы услышали финальное слово Донахью на том эфире, вы очень резко отреагировали, назвали его козлом и ничтожеством и просили Верзбовскому этого ему передать? Правда. Почему вы так отреагировали? Опять же, потому что мы ждали, если мы с открытым сердцем, мы ждали, что нам тоже будут с открытым сердцем. Ваши средства информации не особенно известны тем, что дают слово представителям Запада, включая нашего президента. Я хотел доказать, что все это была не постановка КГБ, что это будет честный обмен взглядами.
И в этом стремлении убедить всех, что все было честно, возможно, я кому-то и показался более агрессивным, чем было необходимо. Мне это было важно, потому что здесь, в США, люди поговаривали: ну все, Донахью теперь спелся с русскими. А вы не хотели, чтобы о вас такое говорили? Нет, я хотел доказать, что у нас все было по-честному. Но, быть может, в процессе больше напоминал перебравшего гостя на свадьбе, который пытается всеми командовать и ведет себя чересчур эмоционально и агрессивно, выходя за рамки приличий. Скажем так, если бы мы могли снова нечто такое устроить, таких опасений у меня бы уже не было. Вы же не могли вырезать финальное слово Донахью? Мы каким-то образом то ли его откомментировали, я не помню, но что-то там с этим сделали. Вот на какой ноте захотел поставить точку Фил Донахью. Почему? Да потому что Филу Донахью, человеку, известному у себя в стране все-таки как либерал, необходимо было выставить все заслоны, чтобы противники телемостов в Америке, а такие есть, на него не смогли напасть и обвинить его, ну что ли, в мягкости к русским. Сколько длилась запись? Часа 3 с чем-то. То есть вошло чуть более трети в итоге? Да. А у американцев и того меньше? Да, и того меньше, да. Насколько я помню, первый телемост в Сиэтле мы писали где-то 3-3,5 часа. Потом Донахью, их монтажер, еще один наш коллега и я отправились монтировать выпуск, который должен был выйти в эфир тем же вечером. Все это было захватывающе. Первый монтаж делали мы со Скворцовым и с Мукусевым. Исходя из своего понимания возможного. То есть понимание самоцензуры. Что можно, мы прекрасно понимали. Мы же были советскими людьми, работали в системе Гостелерадио СССР. Понимали, что точно не пройдет, а что может быть, пройдет. Но когда мы закончили монтаж, был готовый материал, телемост, который собирались показывать. Кто-то должен был принять решение. Принимал решение, формально говоря, председатель Гостелерадио СССР. Значит, были мы, которые, группа людей, которые сделали этот телемост. И вот начинает показывать. И надо отдать должное вот этому председателю Гостелерадио. Ему надо было быть, конечно, в другой. Он должен был быть покеристом. Потому что по лицу ничего нельзя было понять. Вообще. Нравится, не нравится. Смешно, ничего, ноль. Вот, а мы понимаем, что наша судьба просто сейчас решается. Потому что если нет, так нас выгоняют к чертовой матери. Ну вот, заканчивается это. И он говорит: ну что ж, товарищи, давайте обсудим. Товарищ Евстафьев, что вы думаете? А товарищ Евстафьев не знает, что думать, потому что председатель никак не показал своего отношения. Поэтому непонятно, что он должен думать. Поэтому он очень осторожно говорит: ну, вы знаете, я просто помню это наизусть, это сыровато. Сыровато. Ну, и мы понимаем, что нам конец. И тут вступает в разговор цыковский представитель и говорит: вы знаете, мне кажется, что то, что мы сейчас увидели, это и есть настоящее телевидение. Ну, просто мы ожили. И он стал говорить всякие. Вот, а потом уже председатель говорит: ну что ж, товарищи, во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто сделали эту замечательную программу. Ну, все, победа. Вот, потом говорит: а вы, товарищ Евстафьев, вам надо перед тем, как смотреть такие программы, выпить коньячку. Вот. Все это, конечно, чудесно, но дело в том, что Яковлев и Горбачев смотрели уже и сказали, что да, это то, что надо. И поэтому он-то, а так бы он никогда в жизни и не позволил. А он знал уже, конечно. Конечно, он знал. За кем было последнее слово при утверждении финальной версии программы? В Америке? Да, здесь. Насколько помню, это были Фил, монтажер и я. Я руководил монтажом, да.
Я хотел, чтобы у нас было сильное начало, чтобы программа сразу захватила аудиторию. Я хотел, чтобы американцы ее посмотрели. Так что я выбросил, я уже не помню досконально весь материал, то, что, как мне казалось, было недостаточно динамичным и повторяло само себя. Я сохранил все, что мне понравилось. Здесь, в США, на 360 каналах мы сумели набрать 20 миллионов телезрителей. Это большой показатель по тем временам? Как у большинства телевизионных сетей. Один из выпусков они поставили сразу после Супербоула. Это же куча зрителей. Так что аудитория уже собралась неплохая на тот момент. К сожалению, в Америке видели не очень многие. А в Советском Союзе? Вся страна. То есть почти 300 миллионов можно считать. Это же была первая программа всесоюзного телевидения. Да, вот именно, да. А в какое время, в каком слоте, как позже стали? В самом, что ни на есть. Прайм-тайм показали. Самый прайм. Неужели... Я тогда узнали тогда. До этого меня никто не знал. А это вот как раз тот случай, про который, говорят, проснулся знаменитым. Да, вот это 100%. Да, у нас есть предрассудки в отношении друг к другу. Действительно, мы разные. У каждого из нас есть своя точка зрения. Вы познакомились и сдружились на том эфире? Да. Вы прям подружились? Да. Ну, через океан? Постепенно. Но потом он приехал в Москву, и потом было 5 его программ, в которых я принимал участие, помогал ему. И мы мы стали просто, можно сказать, совсем близкими людьми. Мне кажется, во многом моя жизнь была зеркальным отражением жизни Владимира. У него был свой кризис веры. Он верил в советскую систему, искренне в нее верил. Но шли годы, и он стал утрачивать свою веру. Помню, как он сказал, что социализм, воплощенный в культуре Советского Союза, это замечательная идея, но на деле она не работает. И у меня был свой кризис веры, моей религиозной веры, моей католической веры, веры, в которой я был воспитан. Так что, думаю, в какой-то степени наши пути во взрослой жизни с Владимиром схожи. Я с ним никогда это не обсуждал, но, надеюсь, он согласится с моими рассуждениями. И потом, как мы помним, вы уехали в Америку. Он меня пригласил делать с ним программу. Это он же пригласил меня делать программу «Познер и Донахью». И когда я его спросил, почему не Донахью и Познер, все-таки вы более известный человек в Америке, он сказал, если провалится, пускай лучше будет Познер и Донахью. То есть тоже кто крайний, получается. Это же было CNBC, насколько я помню. CNBC. В итоге вашу программу «Познер Донахью» закрыл Роджер Эйлс, который, собственно, был создатель Fox News, и про которого недавно фильм сняли знаменитый. Да. А почему он ее закрыл? Слишком либеральная была с его точки зрения. И он сказал, что я готов возобновить ваш контракт, но в этом контракте будет написано, что вы обязаны с нами заранее обсуждать, сообщать, какую тему вы хотите обсудить и кого вы хотите пригласить. И мы должны дать на это согласие. И я ему сказал, мистер Эйлс, это называется ведь цензурой, то, что вы сейчас сказали. На что он сказал, и я перевожу дословно. Мне до крысиной жопы, как вы это называете. Это будет так. Донахью сказал, что нет, так не будет, я не буду это делать. Я сказал, я не буду. Я не приехал в Нью-Йорк, чтобы вы меня цензурировали. Они не возобновили контракт. Программа исчезла. А как это по-английски про крысиную жопу звучит? I don't give a rat's ass. Не думаю, что в его закрытии было что-то загадочное. Мы сделали отличный проект. Знаете, ведь мое собственное шоу тоже прикрыли. У меня была программа, и я в ней выступил с критикой американского вторжения в Ирак. И меня попросили, уволили, на моей карьере поставили крест. И я так считаю, не стоит уж слишком хвастать, что у американцев есть свобода слова. Мы постоянно говорим о том, какие мы свободные, но есть много оснований полагать, что это не настолько правдиво, как мы это описываем. From Boston, we say good night and thank you all very, very much. А вам доброго дня. Почему жанр телемостов как быстро вспыхнул, так быстро и затух? Потому что в то время
была острота в наших отношениях, а потом с приходом Горбачева все больше и больше нас стали любить, и уже телемосты, по сути дела, превратились в такое коллективное братание, обнимание. Как вам кажется, сейчас отношения США и России сравнимы с тем, что было в 1985-м между США и СССР? И да, и нет. Нет, потому что все-таки тогда камнем раздора была идеология. Мы хотим вам навязать наш строй, потому что это лучший строй в мире, это будущее человечества. Называется это коммунизм. В этом смысле нет. В смысле да, потому что очень плохие отношения, и, на мой взгляд, хуже, чем тогда. Хуже? Да, потому что тогда они были сугубо идеологическими, а сегодня это уже не идеология. Сегодня это гораздо глубже. И это уже там, с той стороны, отношение к России, к русским. Тут уже другое, тут глубинное, как будто русские, сами русские такие. То есть это обратно не так быстро поменяется? Нет, это очень тяжелая ситуация, на мой взгляд, и очень опасная. Тогда мы были готовы войной пойти, понимаете, уничтожить друг друга. А сейчас? А сейчас мы просто хотим подпортить вам компьютерные системы, внести сумятицу в выборы. Это все равно серьезные вещи, и реакция на них тоже серьезная. Но это не что-то, из-за чего мы сразу начинаем бояться, что на нас летит ядерная бомба. Думаю, уже в течение следующего года ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Санкции отменят, и люди начнут говорить друг с другом. Русские с американцами все равно похожи, нет большой разницы. Просто между их лидерами идут их личные разборки. Я думаю, что мы все же движемся вперед. Но я могу быть наивен. Хотел бы я, чтобы каждый американец мог пережить то же, что я. Мы могли бы тогда сэкономить немало денег из бюджета и не тратить их на разные военные штуки. Посвятить больше времени тому, чтобы лучше узнать друг друга. У вас есть много всего, чем вы могли бы с нами поделиться. И осмелюсь сказать, у нас тоже есть много всего, чем мы могли бы поделиться с вами. Сейчас мы неплохо знаем Америку, сейчас мы неплохо знаем Европу. У нас, во всяком случае, у меня изменилось и многих людей отношение и к Европе, и к Америке, и к своей стране. Не скажу, что в лучшую сторону. К Америке, к Европе. Да. Нет, как бы в целом к людям, да, а вот к этому общему потоку, вот этой агрессии опять, вот этой пропаганды, насилия, секс. Если представить, что сейчас бы состоялся подобный телемост, и вы бы принимали в нем участие, вы бы сейчас стали высказываться на такие острые темы? Ну, если бы мне было что сказать, да. Я далека от политики, правда. То есть о политике бы я точно не говорила. Не знаю, помнят ли до сих пор про эти телемосты. Но сейчас не то, чтобы русские и американцы могут запросто друг с другом видеться. В конце эпохи гласности визу было получить очень просто. Русские могли приезжать сюда, американцы туда. Сейчас оформление визы занимает несколько месяцев. Это просто невозможно. Думаете, подобный телемост можно повторить сейчас? Видя вас сейчас, я думаю, что вам нужно организовать такой телемост. А мы найдем вам американскую коллегу-ведущего и проведем все в интернете. Возьмем по 50 человек из каждой страны. Это определенно нужно сделать. Это необходимо. Вам кажется, люди захотят такое смотреть? Захотят. Мне кажется, сейчас люди перегружены медиаконтентом. Не думаю, что когда-нибудь уже можно будет добиться такого же всплеска интереса, как это получилось у нас. Тогда это было чем-то новым. Люди не особо знали о спутниковом вещании. Тогда это ощущалось как волшебство, и не уверена, что сегодня можно было бы такое повторить. Как вы думаете, сейчас возможно было бы провести такой телемост? С нашей стороны, да.
Однозначно. Наша страна готова на это. Я просто проверял. Поэтому я говорю сознанием дела. Да, Вам мы кажется, готовы. не готовы американцы? Они точно не готовы. Я пытался в Америке об этом говорить. Нет ни одного телевизионного канала, который готов это сделать. Кто говорит, потому что время другое, кто говорит, разные говорят. Хотя совершенно очевидно, что никакого вреда от этого быть не может, а польза безусловно. Особенно если сделать серию. Vladimir. Hey, Phil. We have 80 degrees here in New York City, so. Oh. Yeah. Really? Oh, yeah. Really? I'll let you know in some detail, but I think the evening of the 8th will be arriving, and we'll be there the 9th and the 10th, and then we leave on the 11th. Okay? Well, okay. We have a brass band ready to welcome you at the front door. Do you have a red carpet? Oh, yeah, we've got all that. Well, I look forward to seeing you. And I'm glad we had a chance to say hello, and I'm looking forward to having you here. Thank you. All right, Vladimir. Bye-bye, kid. Bye. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Что лично я думаю про возможность повторения того грандиозного успеха, который был у тех двух телемостов Познера и Донахью? Ну, конечно, я думаю, сейчас это совершенно невозможно. Вовсе не по технологической причине. Несмотря на весь интернет, на все возможности устроить себе личный телемост на раз-два, все равно можно себе представить ситуацию, что вот две студии по две стороны Атлантики, и там собираются обычные люди, обсуждают актуальные проблемы. Но сейчас это не будет никем востребовано, это будет просто срач, грубо говоря. Ведь те телемосты, они появились не просто в нужном месте, они в нужное время очень появились. Когда в Советском Союзе началась перестройка, пришел Горбачев, задули новые ветры, в том числе стали немного по-другому уже смотреть на Америку, стали задавать те вопросы, которых до этого сами себе не задавали, и Америка стала меняться в ответ на эти веяния из Советского Союза. Сейчас совершенно другой момент. Сейчас нету никаких веяний. Сейчас люди друг на друга смотрят с огромным недоверием. И в этом смысле любой медиапроект, медиашоу, он не может идти впереди эпохи, он все равно будет ее отражать. Поэтому сейчас нет. Но вот через какое-то время вполне возможно, и даже наверняка какие-нибудь такие интернет-мосты будут построены. Вопрос когда? Не знаю. Мне кажется, довольно скоро. Могу, правда, здесь немного ошибаться. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.